Ну что, друзья, видите вот это чудо? Это ZenBook Duo, Asus ZenBook Duo 2024 года. Модель посмотрим потом попозже, и это очень крутая штука. С двумя экранами, OLED-экранами, тач-экранами, само собой. Еще и с вот таким вот Asus Pen, смотрите, Asus Pen 2.0, который можно использовать в качестве графического планшета, который можно использовать для видеомонтажа, для шикарной работы, для вообще огромного количества вариантов использования. При этом это все сделано на Intel Core Ultra 9 185H, 32 гига LPDDR5 и 2 терабайта M2 NVMe SSD с вот такой вот Bluetooth отстегиваемой клавиатурой, которая заряжается при подключении, либо можно подключить самостоятельно. Еще и с очень хорошим набором интерфейсов. Ребят, очень крутой ноутбук. Сейчас сразу переходим хотя бы на такой, на базовый осмотр вариантов использования, а потом сразу на сайт производителя перед самими тестами производительности этого самого ноутбука. Перешли. Ну что, рассмотрим его вблизи и варианты его использования. OLED-экранчик, мы уже с вами понимаем, насколько он крут, да? 3К, OLED-экран. И вот это вот все делается, смотрите, берется клавиатурочка такая, опа, и снялась. Опа, и снялась, у нас сразу включается второй экранчик. Но нам вроде бы как неудобно так использовать, да? Клавиатурка Bluetooth, заряжаемая, здесь у нас аккумуляторчик, хватает на очень долго. Видим сразу Harman Kardon, Dolby Vision, Dolby Atmos, звук тут действительно топовый. Мы такие взяли, а здесь у нас ножка. Мы взяли раз, вот так вот, и разложили. Так вот раз, и все. И у нас вот такой вот двухэкранный ноутбук получился. Очень удобно, например, для видеомонтажа, например, для каких-то графических заметок. Вы можете его разложить полностью и работать вдвоем с двух сторон, да, впрямую так вот просто разложить, положить на пол, на стол и работать вдвоем. С одной стороны одно показывает, с другой стороны другое. А главное, например, монтаж видео. Представьте, какие возможности у вас открываются. И, казалось бы, небольшой экран у нас разделяется на два экрана, и у нас получается здесь у нас предпросмотр, превью, это я использую Adobe Premiere для монтажа. Здесь у меня таймлайн, здесь я могу разместить эффекты, разные панели для работы. При том, что его мощности хватает для того, чтобы редактировать, ну, это у нас, смотрите, это у нас Full проект, пожалуйста, смотрите. Пожалуйста, рендеринг FPS 120, 100, 120, не меньше, таргет FPS 59, а он, смотрите, 80 FPS в предпросмотре. Мы можем спокойно, а вот у нас с хромакеем, да, вот, пожалуйста, с хромакеем, видите? Вы видите, какая у нас скорость? Его хватает для видеомонтажа, даже с какими-то определенными спецэффектами. И при этом монтировать это все удобно. У нас поддерживаются жесты. Смотрите, два туда, обратно. Вот, пожалуйста. Видите? То есть это все очень удобно. То есть я беру вот первое, допустим, вступление. Вот у нас тоже здесь с хромакеем, с разными звук. Ты слышишь, какой звук? Звук здесь просто-напросто топовый. Смотрите, он подходит идеально для монтажа даже тяжелых проектов, потому что Adobe Premiere давно уже начал поддерживать вот эти самые нейральные процессоры. Еще следует учитывать, что у нас здесь тач-экран, то есть у нас тач-интерфейс, да, оба, это два тач-экрана. Да, это очень круто, это очень круто. То есть мы, смотри, мы здесь с тобой ищем, например, Paint, да? Обыкновенный. Вот он, обыкновенный Paint. Давай вот кинем на нижний экран, развернем на самый большой. Мы можем здесь рисовать рукой. Но это все фигня. То есть рукой можем рисовать, потому что у него в комплекте есть Asus Pen 2.0. На Type-C-шечке с разными насадочками. Смотри, с разными насадочками разной толщины. Вы можете их менять. Смотри, они разные вообще. И здесь это вот подходит для профессиональных дизайнеров. Смотри. Для профессиональных дизайнеров, ну, во-первых, она заряжаемая, она включается. Да, сейчас, подожди, надо его сначала включить. Ага. О, смотри, как сделано, правильно. Потому что вот это вот ты не проглотишь колпачок. Знаешь, сколько? Когда люди прохватывают колпачки съемные. Да, вот просто привычка держать во рту, прохватывают колпачки. Да, есть такое. Вот кнопка. И у нас, по сути, кнопка, да, и есть две функциональных кнопки. Кнопка включения сверху, две функциональных. Когда мы подносим,
Смотрите. А ну давай вот так вот. Наверное, будет правильнее, да? Вот так вот, когда мы подносим, появляется у нас вот такое вот перо. Вы можете рисовать. Ну, само собой, вы можете им управлять любыми, скажем так, моментами, да, там делать там линии. К тому же, если вы нажимаете на функционалку, вот такой вот у вас прицел появляется. И для разных приложений вот эти кнопки будут работать по-разному. То есть, по сути, ну здесь вы сейчас можете водить, оно не будет рисовать. Вот видите? То есть вот таким вот образом. Честно вам скажу, это знаете как? Это первая кнопка мыши, вот эта вот беленькая, черненькая, а вот это вторая белая. Вот если мы сюда поставим с вами цвет красный, то по второй кнопке будет делать красная, по первой кнопке вот так вот. То есть по сути это мышь с двумя кнопками. Такая тач-мышь. Очень удобно, очень классно для дизайнеров, вообще просто топ. Вот просто топ для дизайнеров. Можем написать 3 заветных буквы X, Y, Z. Как бы так. Очень-очень топово. А как можно еще использовать вот этот вот ноутбук, да? То есть, ну, само собой, традиционно, когда вы налепили клавиатуру, он автоматически у вас переводится в номинальную работу, клавиатура с коротким ходом кнопок. Очень удобно, очень классно. Заряжается она, когда находится именно на вот этом вот постаменте, крепится она на магниты, на неодимовые. И плюс у нас, видите, есть вот такая вот панель контактной группы. И снизу материал, который позволяет не царапать именно экранчик. Вот этот вот. Его можно использовать по-разному. Можно таким вот образом поставить. Вы можете его развернуть. Вот так вот. Вот. Развернули. И у вас полноценный два экрана. Вот таким вот образом вы можете сделать. Смотрите, параметры дисплея. Вы можете дублировать в разных проекциях. Можем, смотрите, вернуть или можем расширить, и тогда у нас, видите, один большой монитор, вот как получается 19 с мелочью дюймов. Это очень удобная вещь. То есть это, в принципе, я вот так вот не понимаю использование с этим разделением, но если вам вдруг нужен большой монитор, вы развернули, ну, это книжка. Это именно книжка. Это невероятно удобно. Это невероятно удобно для графических дел. То есть вы можете сложить заднюю подпорку, поставить вот таким вот образом и как на графическом планшете рисовать с помощью вот этой вот дополнительной ручки. То есть это действительно класс. Давайте уже перейдем дальше и посмотрим, что у нас еще есть на сайте производителя. И мы на сайте производителя. Но перед этим, пожалуйста, подпишитесь на мой канал, нажмите колокольчик, чтобы не пропустить дальнейшие наши вот такие вот интересные обзоры. А еще ссылки на продавцов вот этих самых ноутбуков лежат в описании под видео. Смотрите, Asus ZenBook Duo. Это модель UX8406. И мы сразу видим, что из него происходит. Примерно то же самое, что я вам показывал, как это все работает, но давайте более детально, что же у нас здесь за компоненты. Из того, что они понаписывали, здесь у нас, ну, как я уже говорил, кроме того, что я говорил, я хочу добавить, что экран здесь 120 Гц, 14-дюймовый OLED, LPDDR5X до 32 гигабайта, и 2 терабайта. Кстати, батарейка здесь 75 ватт-часов. Это позволит ему работать очень долго. Правда, в одноэкранном режиме. В двухэкранном режиме это будет немножечко меньше. Вы должны это тоже понимать. Предустановлена Windows 11 Pro. И мы вот видим варианты использования. Так же, как я вам говорил. Ноутбук, 2 экрана, настольный ПК, совместная работа. И еще и как графический планшет. Плюс у нас еще есть тачпад, короче, знаете, как интуитивный, как смартфон, как они, видите, назвали, потому что здесь есть управление жестами, технология искусственного интеллекта с Intel Core 9, вот этим вот Intel Core Ultra 9, объясню, здесь есть нейральный процессор Intel iBoost, который позволяет работать быстрее с любыми видами искусственного интеллекта, будь то, допустим, тот же самый Copilot, будь то обработка изображений, монтаж видео, потому что Adobe, кстати, поддерживает весь пакет программ, уже поддерживает нейральные процессоры. Вы видели, как мы редактируем 4К 60 FPS, при этом на 2 экранах это делать очень удобно. Очень много разных вариантов тут еще показывают, слушайте, и даже обзоры тут Linus есть. Красивая, легкая зарядка, Bluetooth. Не люблю такие сайты слишком навороченные.
Да, очень красиво все показали, молодцы. Что я могу сказать? Настольные ПК с разными функциями. Но мне интересно... А вот жесты. Кстати, смотрите, жесты. Легкий доступ к инструментам, виртуальный тачпад, масштабирование на 2 экрана, 2 OLED дисплея 3К 120 Гц, с Dolby Vision, ребят, с сертификацией TÜV. Вообще супер, слушайте. Но при том, что они пишут, что здесь 16 ядер до 5,1 ГГц, и пишут, что до 35 Вт TDP процессора. У нас в самих тестах мощности показывал CPU-Z, что здесь до 45 Вт TDP. Укомплектовано все это модулем Wi-Fi 6E. Кстати, вы когда посмотрите скорость, вы обалдеете. И теперь смотрите, вот этот вот искусственный интеллект. Копилот Windows 11. Работает он с Paint, ну не только с Paint, с Gypsum точно работает. С фотографиями, с кликчампом. Короче, ребят, огромное количество сейчас уже не классных таких наборов приложений, которые работают с нейральными процессорами. 70 Вт-часов до 13 часов, как они обычно это говорят. Это вот воспроизведение видео 13,5 часов, на 2 экрана до 10,5 часов. Это очень классно, слушайте. А давайте, знаете, что я хочу посмотреть? Я хочу посмотреть его еще технические характеристики. Вот они, да. У нас Intel Core Ultra 9 185H. 16 ядер, 22 потока, экраны 2880 на 1800 OLED, сертификация HDR500, то есть до 500 нит, частота 120 Гц, DCI-P3 100%, кстати, 1 миллион к 1 у нас контраст, сертификация веса HDR True Black 500, 1,7 миллиардов цветов, и это оба экрана. А вообще второй экран у нас 1920 на 1200, 16 на 10, и тоже DCI-P3 100%. Короче, ребят, очень прикольно. Очень прикольно. 32 гигабайта на плате. Я готов пройти. Ну, смотрите, тестировать мы будем, конечно, мощность на один экран. Мы во что-то поиграем, мы посмотрим разные тесты. И, конечно же, потом будем уже делать с вами выводы. Переходим. Начал, наверное, с самого непопулярного теста. Почему? Потому что обычно его там обходят стороной, не имея достаточных возможностей для тестирования. Я вам скажу, Wi-Fi. Wi-Fi в данном ноутбуке 1,7 гигабит на 1,5. Wi-Fi. Поэтому вот то, что нет LAN-порта по умолчанию, это ультрабук. При этом ультрабук крутой. То, что нет LAN-порта по умолчанию, здесь нафиг не нужен. Потому что это невероятно круто. Я прям делаю сейчас это на ваших глазах. Сейчас протестируем еще 2,4 ГГц. Тестируем на 2,5 гигабитном Wi-Fi через роутер BE7000. То есть это отличный вариант. Как я считаю, что это просто хороший Wi-Fi. Почти 2 гигабита. Так, переключаем на 2,4, обновляем и стартуем на 2,4 ГГц. Это тоже очень хороший результат именно для 2,4 ГГц. Больше 100 мегабит это вообще уже топ. Это вообще уже топ. А здесь 160 мегабит на загрузку. И сейчас на выгрузку мы тоже это все дело увидим. 160 на 350. Я в шоке. 350 пиково было. Я просто в шоке. Но это очень действительно достойный и хороший результат. 289. Поэтому тесты скорости сети здесь очень даже классные. Ну и, конечно же, мы начнем с процессора. Intel Core Ultra 9 185H, Meteor Lake, 45 Вт TDP максимальный, 7 нанометров. И тут у нас есть кэш третьего уровня 24 мегабайта и 6 производительных, 8 эффективных и 2 низкоуровневых ядра для энергосбережения. То есть у нас 22 потока. Бенчить не вижу смысла. Во-первых, смотрите, бенчить есть смысл всегда. Но сравнивать его невозможно с прямыми процессорами, потому что у нас разная архитектура. То есть здесь у нас говорить о том, что у нас столько-то ядер и 24 потока, это не те потоки и не те ядра. И сравнивать было бы правильнее, допустим, с Core Ultra 7 155H, но здесь у нас 16 ядер и 24 потока. То есть он будет в любом случае мощнее в многоядерном тесте. Там это отдельный такой вид процента, 16 ядер.
ядерный, он будет даже помощнее. Поэтому тест мы с вами проведем именно по мощности, мы поймем, на каком уровне проца он стоит, именно в AIDA 64 PhotoWorks. По видеокарте Intel Arc Meteor Lake 5-нанометровый с шириной шины 256 бит, и у нас LPDDR5 память. Сколько? Она динамически выделяемая, поэтому нет, фиксированная может выделиться хоть вся. По памяти у нас здесь стоит две плахи на 32 гигабайта DDR5, но работает 4x32. Это, ну так DDR5 устроена в том плане, что обычно она работает не один канал, планка 64 бит, а два канала 32 бит. То есть у нас есть 4 субканала по 32 бита. По SSD-шничку у нас стоит Western Digital SN740 2-терабайтный. Фактически, ну видите, NVMe Express, тут они не пишут... Тут они не пишут, что там PCI Express 4, но мы с вами стартуем тест, сразу же стартуем тест на скорости, будем обновлять, посмотрим температурку. Да, вы знаете, я надеялся, что температурка будет пониже, но это проблема всех тонких ноутбуков. И, честно говоря, мой ZenBook, который я использовал ранее, использую до сих пор, 14 имеет ту же самую проблему из-за очень тонких корпусов. Но дело в том, что в постоянном чтении у нас он не будет работать постоянно, либо в постоянной записи. Это пиковые значения, которые, честно говоря, не влияют на долгожительность диска. У меня он работает уже не 1 год, а здесь пиковое значение было 79 градусов, средняя температура, как мы видим, 58 в режиме обыкновенной работы. Но тут уж я должен говорить правду. Поэтому скорости тестов SSD, меня удовлетворили скорости тестов. Я вам их должен был показать, смотрите, то есть 4676 в чтении, 4300 в записи. Это очень хорошая скорость для PCI Express X4, PCI Express 4 и X4. Ну, вы уже видели редактирование видео, я вам показывал, да, на 2 экрана, красиво, но что нам говорят тесты производительности? Смотрите, по работе с приложением это просто невероятный процессор. 9560 баллов в PC-марке 10 это просто невероятный результат. То есть это очень быстро, он подходит для любого типа приложений, стартует, закрывает очень быстро, видеоконференц-связь идеально до 93 FPS, а знаете, до 93 FPS в Face Detect, это просто шикарно. Ну и веб-браузинг просто огромное количество ссылок с максимальными графическими элементами, с веб-видео, то есть имеется в виду ютубчик какой-нибудь 4К, различные анимационные 3D-объекты в магазинах, например, и тому подобное, они здесь просто идеально. Представляете, 247 FPS. По работе с базами данных, копирование дат, копирование данных, копирование формул, копирование данных и вычисления, это больших объемов имеется 3 секунды. 3 секунды копирования огромного объема и вычисления. Он подходит для работы с базами данных, с таблицами, с написанием документов, со всем, чем хотите. Идеально подходит для редактирования фотографий. Я вам объясню. 12685 баллов — это один из самых высоких тестов, которые я видел вообще. На таких вот компьютерах. Это для редактирования фото. И редактирование видео у нас, смотрите, 53.57 FPS на лету, on the go. Это значит, что вы в предпросмотре будете видеть 53 FPS при наличии различных эффектов. При этом как для рендера, так и для полноценного монтажа он подходит отлично. По температурам работы, которые были на этом компьютере, максимальное, что я детектил, 77 градусов при видеорендере. Средняя температура у нас выходит 63, 65, 64. Это то, что я вот вижу. В пиковых значениях до 70 повышается. Смотрите, 61, 64, 65, 67. У нас нет каких-то сумасшедших температур, но вот 73 в каких-то тяжелых вариантах, 78. Все, выше 80 градусов данный процессор у меня в реальных условиях тестирования различными вариантами не повышался. Это отличные показатели. Конечно, в играх это может быть больше. Да, в играх вы не ослышались. Мы обязательно сейчас попробуем какие-либо игры. Хотя 3D Mark показывает 3333 балла, но, ребят, еще пока не реализовали нормально Intel Arc. Во-первых, это достаточно неплохая видеокарта, и реализации ее нет. Нормальных драйверов нет, Intel дорабатывает, я говорю на момент обзора. Но покажу, во что мы будем играть. Смотрите,
по то, что я вам обещал, реальную производительность, то ее нужно смотреть конкретно в PhotoWorks, потому что обыкновенные тесты пока не реализуют ту конфигурацию ядер, и именно вот этот вот NPU для искусственного интеллекта, честно говоря, очень сильно это напрягает. Ну вот видите, то есть по сути он показывает, что он на уровне Core i7 3960X. Ну бред, правильно? Бред. А если брать PhotoWorks, то это уже другой результат, потому что нейральный процессор в данном случае уже сам подхватывает работу, детектя варианты использования. То есть как работает PhotoWorks? 10 изображений загружаются в память и рендерится один за одним и вычисляется время. Это один из самых реальных тестов, один из самых реальных результатов, который показывает реальную мощность этого процессора. Это он стоит у нас на уровне 16-ядерного Ryzen 9 7950X и немножко отстает от 24-ядерного Core i9 13900. Вот это вот его более реальная мощность. То есть остальное тут, смотрите, даже не вижу смысла. Но если говорить уже там о конфигурации, где посмотреть наличие этого самого нейрального процессора, то, пожалуйста, идем с вами в дополнительные устройства. И видим здесь вот нейральные процессоры Intel iBoost. И это, кстати, вот меня, знаете, чем спрашивали? Intel Arc процессор. Вот это вот можно называть копилот ПК. Знаете почему? Многие говорили, мы не видим копилот, тут как ты веб-приложение сравниваешь. Копилот в Инде 11 с некоторых пор это уже даже не веб-приложение. Он реализуется конкретно в самой Винде. И вы работаете с копилотом, и он здесь будет работать на процессорах Intel iBoost намного круче. Намного круче и быстрее. Мы сравнивали, мы ставили два ПК, задавали один и тот же вопрос. И именно в режиме креативного он просто работал намного круче, намного быстрее генерировал ответы, и вот, потому что это уже офлайн с подтягиванием поиска. То есть здесь уже сам по себе копилот, сам по себе модуль искусственного интеллекта работает на самом компьютере. Уже зависит от скорости самого этого нейрального сопроцессора или скорости самого процессора. А играл я, например, в StarCraft. Да, в StarCraft очень прикольная игра, те, кто помнит, которая здесь дает 123 FPS. Я, честно говоря, был удивлен. Я очень много в свое время играл в StarCraft, очень сильно ее любил. И как бы вот, знаете, зашел, думаю, можно ли поиграть на арке, потому что в свое время, когда не было еще даже первых драйверов, StarCraft здесь был прямо вот с такими фризами, вот я даже это помню, сейчас это работает идеально, просто. Да, в принципе, не только это в StarCraft поиграть можно, давайте что-то потяжелее попробуем. И продолжим мы, конечно же, с PUBG, но рассчитывать на то, что вы поиграете в очень серьезные игры на каких-то нормальных настройках вообще не стоит. Как мы видим, FPS это будет на очень низких настройках в PUBG, где-то порядка 30 FPS. Да и не для того эти ПК создаются, не для того эти процессоры с Intel Arc делаются. То есть поиграть вы здесь нормально сможете только в игры какие-то по типу StarCraft, более старых, Hearthstone и тому подобного. То есть это не для 3А игр, я вам честно скажу. То есть мы уже видим с вами, да, FPS ниже 30, а это достаточно неиграбельное действие. И смотрите, у нас сейчас в настройках очень-очень низкие. То есть это выключено все фактически. Ну, играть на этом точно мы не сможем. Хотя мы можем, конечно, попытаться что-то побегать, взять. Там вот поднимается 58-60 в ограниченных каких-то локациях. Игровой процесс назвать это трудно каким-то вот комфортным. И как только мы выходим на большую землю, скажем так, мы видим провисание до 25 FPS. Поэтому делаю вывод, что вот ну нет. Например, там Киберпанк и тому подобное уж точно тут пробовать не стоит. А вот что точно стоит, это когда смотреть киношки, смотреть YouTube, браузить и тому подобное. Вы сейчас видите у меня, смотрите, ну один дроп это на интерфейсе был. И у нас 4К, 60 FPS, HDR, вообще шикарнейше отображается. Ну это VP9, потому что я сейчас отображаю на внешний экран. А если на внутренний, то можно с HDR смотреть просто отлично. То есть для меня это вот очень классный показатель производительности для мультимедиа. Этого вот достаточно. Этот ролик я делал сам, и он очень-очень крутой. И если вам нужно протестировать какое-то устройство, советую вам использовать. Дикая река, 4К в Украине, Запорожье. То есть запросто смотрите и беспроблемно. То есть для стриминговых сервисов, для каких-то фильмов с внешних устройств запросто.
Ну и, конечно же, покажу вам CSGO, вернее, не CS2, многие там любят именно, знаете, CS2 погонять, но здесь, я вот сразу говорю, это будет на самых минимальных настройках 35-50 FPS. Вот как я и говорил, смотрите, справа сверху у нас, ну, сейчас показывают 130 кадров, да ладно. 120, это пока в перестрелку не встряли, что ли? Сейчас посмотрим. Перезапуск матча. Короче, КС-очку можно погонять на минимальных настройках, хотя что-то у нас там... Давай, иди сюда. Меня прибили. Ух ты, под 100 кадров, слушайте. Прям вообще топ. Вот это я зря. Сейчас попробуем чуть увеличить графику. Давайте, настроечки. Давайте поставим хотя бы средние. И посмотрим, у нас, видите, на средних уже 73-79. 60. Короче, на средних настройках в CS2 можно поиграть. Вот это положительный момент. Да, а я сомневался. А вот, блин, а тут бывают еще и такие приятные моменты положительные. Сейчас мы тут чуть-чуть. А знаете, что меня сливает? Потому что я с задержкой играю через рекордер. Они в меня уже стреляют, а я этого еще не вижу. Серьезно тебе говорю? Да, вот это я такой игрок, да. Оправдался, я думаю, надеюсь. Надеюсь, что оправдался. Да поверят, что ты сделаешь. Ох ты, старый 126-й Мерин стоит. Здравствуйте. Ой, я кого-то убил. Ой-ой-ой. Не я один, понятно. Игрок я, мама родная. Короче, ребят, выходим, уже делаем выводы. Ну, в качестве выводов скажу, что это получился просто-напросто, ну давай, включайся. Это получился просто-напросто обалденный ноутбук. Всю жизнь вот у меня, ну покажи мне мой, вот дай мне Asus 14, который мой, который я использую. Я использую ZenBook очень давно. И в этом ZenBook мне как раз и не хватало второго экрана. Я подключаю что? Дополнительный монитор. Всегда. Вот мой ZenBook, который работает уже пару лет. И я ни на что его не поменяю. Обалденная штука на Intel Core i7. Короче, ребят, рекомендуем. Классный ноутбук, такая себе новиночка. С вами был Бабл на канале Технозон. Пока.